Хлеб да соль. Проходи за стол. Мы с тобой за столом уж сидим, поэтому это чисто символические фразы. И на английский язык переводить их надо по-другому. Не в прямом смысле. Хлеб да соль – это приветствие. Гости стучат, говорят хлеб да соль хозяевам, которые сидят за столом. А хозяева отвечают. И после первого приглашения за стол хороший гость за стол не сядет. Он понимает, что ему ответили из вежливости. Поэтому он поклонится и скажет «благодарствую». Хозяева, если к нему расположены, позовут еще раз за стол. Тогда, если гость голоден, если у него серьезные какие-то дела там важные, он непременно сядет за стол. Но говорить сразу о делах нельзя. Сначала надо действительно отведать чего-то за столом. Ну, а если ты не очень голоден, не очень хочешь, хотел бы побыстрее дела сделать, но тебя позвали в третий раз за стол, ты должен сесть за стол. После третьего раза, после третьего приглашения отказываться неприлично, нехорошо. Хороший гость никогда не сядет на самое почетное место. Никогда. Он всегда сядет с краешку и подождет, пока хозяин не укажет ему более почетное место. Потому что если ты сел не на свое место, то тебя с него согнали. А это уже позорно. Это уже неприятно. Это уже обидно. Но вот когда тебе показали, как тебя ценят, где ты должен сесть, вот тогда ты и садишься. Сейчас мы с тобой сели, как я могу себе позволить наедине. Ты да я, да мы с тобой. А вот если бы это был какой-то большой праздник, если бы кроме нас с тобой в избе были еще другие гости, я бы тебя на мужскую лавку-то не посадила бы. Никогда. Сейчас ты у меня как почетная гостюшка сидишь. А я и вовсе не на своем месте села. Потому что, да, это место хозяина дома. Но хозяина дома у меня по разным причинам нету. Не будем сейчас сдаваться о грустном. Поэтому я могу себе позволить сесть во главе стола, чтобы мы с тобой поговорили. А так-то обычно вот на этом месте сидит тот, кто зарабатывает деньги. Но деньги зарабатываю я. Ничего не поделаешь. А на моем месте сидят мужчины. Да, сидят мужчины. По старшинству, и то верно. То есть у нас очень жесткий регламент, кто где должен сидеть. Да, у кого во главе стола, в стороне от красного угла, сидит хозяин дома. Да. На лавке, опять же, не под самой иконой, да, сидят мужчины. Напротив, по старшинству сидят женщины. Вместо хозяйки напротив хозяина. Да. И вот напротив хозяйки садится та женщина, в чьих руках кухня, поварешка и тесто. Вот она там сидит, она самая старшая среди женщин. А вот в углу под иконами либо вообще никто не садится, либо батюшка-священник, либо деревенский дурачок. Священника можно, а дурачок, потому что он правил поведения не знает. Ну, что ж, он у Бога, вон, убогий-то. А вот посмотри, что у нас сейчас под иконами. А под иконами у нас звезда Вифлеемская и коза. Чтобы она никому не мешала, наша козушка-матушка. Оно, конечно, не совсем по правилам. Потому что, конечно, я при священнике эту козу уберу как можно дальше, от греха подальше. Но сейчас она у меня немножечко проветривается. Потому что пойдут колядовщики, наденут козу на голову и будут петь «Эгей-гей, коза, эгей-гей, сера». То есть рождественские гуляния без козы и без медведя. Невозможно. Но медведя у меня нет, а коза вот она родная. Но я, честно сказать, подумала, что это шутка, что коза стоит под иконами, такая вольность. Шутка, вольность. То есть да. На Рождество, на праздник можно позволить и некоторую вольность. Можно. То есть интересная вещь, вот я сейчас слушаю и понимаю, что в случае, когда приходят в гости, очень большую роль играет еда. Большая, безусловно. То есть гостя без еды вообще отпустить как бы и невежливо. А большой вопрос, что он мне потом сделает, если он ушел, не поев моей пищи. Хлеб да соль, говорим мы гостю, чтобы он пришел и разделил с нами хлеб да соль. То есть самые святые вещи. И, кстати, а тебя не удивляет, что
хлеб и соль по отдельности. Нет, не Не удивляет. удивляет, а зря. То есть мы даем к хлебу соль, потому что хлеб не соленый. Выходцы из иного мира соленый хлеб есть не могут. То есть, угощая гостя, хозяин не просто утоляет его голод, потому что человек мог прийти издалека, а он проверяет. Если человек имеет какие-то злые намерения, Он есть не будет. он не будет есть. Не будет. Если это не человек, а какое-то существо, дух или там злой дух или покойник, он не будет есть соль. Он не будет есть соль. Он ее боится. Не боится, просто не будет. Он ее просто вот не может. Ну, вообще я слышала, что солью отгоняют злых духов. Злых духов, да, но добрый он, не знаю тут. В общем, как бабки велели, так я и делала. Тут мы сильно не спрашивали, а что будет, если. Я знаю, что если прадедки, прабабки пришли, отведали одного хлеба, зла они нам уже не причинят. Ну, а соль просто трогать не будут. Прабабки и прадедки имеются в виду не живые предки, а те, которые умерли, и, может быть, они там уже очень давно были. То есть, конечно, в принципе, это общее на праздник в гости могут прийти не только живые люди, но и духи. Обязательно. Гость в доме, ангел в доме. То есть без этих людей жить будет хуже. Это точно. Ведь гости же приходят не только на праздники. Допустим, ну или не на общие праздники, а, например, на именины. Гость приходит, и он же все равно гость. Конечно. Ну, то есть... И опять-таки все те же правила. Милости просим. Тройное приглашение, если после второго не пошел. А динарного-то мало. Это тебя не почитают, не зовут на самом деле. И четкое вот это вот деление. Женская половина, мужская половина. Рабочая, чистая. На рабочем садятся те, кто пришел незван. У нас, с одной стороны-то, незваных гостей не больно-то жалуют, а с другой стороны, незваный гость куску хлеба рад, а званый гость от пряников отворачивается. Так то тоже есть говорят. Еда в данной ситуации выступает как нечто более ценное, чем просто продукт, насыщающий человека. Разумеется. Это механизм поддержания отношений с соседями, с родственниками. И установление точных отношений свой. Да. И точное определение. Если человек сидел в гостях за столом, он уже становится... Ты что делаешь? Он же у тебя хлеб-соль ел. Совершенно Он верно. с тобой обед делил, а ты что на него наговариваешь? Это То есть это своего рода как бы заключение мирного договора с человеком ранее незнакомым. Даже если знакомы, это поддержание таких отношений. Или поддержание мирного отношения. Это верно. А потому очень важно, что я вот у соседа побывал, сосед ко мне пришел. Сосед у меня побыл, я ему визит отдал. И это не то, что там... это все знают такое правило, что если кто-то к себе не позвал, не накормил, не напоил, бирюк. Нехорошо, неправильно. То есть в традиционной сибирской деревне обязательно нужно было не просто звать к себе гостей, но и из вежливости потом приходить в гости к тому человеку, который... Отдать визит. То есть называется... Ну, как бы получается, что ты возвращал вот то гостеприимство. Да. То есть это отношения, которые крепко связывали соседей между собой. Конечно, потому что ближний сосед лучше дальнего родственника. Близко. И вот очень интересно, что вот этим скрепляющим отношения цементом была еда. Стол и еда. Конечно. То есть такое ощущение, что в традиционном обществе более ценного Танечка, не было. Нет. А взаимовыручка. А работа друг на друга, помощь в труде, в ежедневном. Но если ты помогаешь... Это вторая часть. Если ты помогаешь человеку, например, строить дом, то невежливо, чтобы тебя потом хозяин не накормил. Конечно. А потом в качестве не просто материальной благодарности, но в качестве вот
подтверждение, что у вас хорошие отношения, и вы всегда друг к другу Непременно придете. застолье. Обязательно приглашаете в гости, и обязательно еда – это вот самый доступный, наверное, Конечно. вариант, когда можно показать и хорошие отношения, и сделать какое-то материальное благо. Ага. Правильно? Ну, а в обычное время, конечно, вот тут вот есть места в избе, 2 места, догадаешься ты или нет, куда гостям, где в избе гостям не рады. Так, ну я подозреваю, что это где-то такое место, где рядом с печкой, и вот за печкой там явно какой-то чуланчик. Вот-вот-вот. Вот То есть это туда, хозяйственные вот туда места. гостям не рады. Там не надо. Ну, второе-то место, вон у нас коза там сидит, так что Ну, никто даже понятно. случайно туда не сядет. Понятно. То есть вот эта вот традиция гостеприимства, она распространяется не только на праздничное время, но и на будние дни. Конечно, конечно. Марина Игнатьевна, а вот если, допустим, вы в будний день находитесь дома, к вам пришел посторонний человек, ну, например, путешественник, и он просит, чтобы его пустили переночевать. Он гость или не гость? Конечно, гость. И Ночлег-то с собой не возят. как с таким гостем поступают? Ну, слава тебе, Господи, мы не в России живем. Горница у меня есть. То есть вы В горнице пускаете- у меня есть и кроваточка, и подушечка. Все приготовлено, чтобы кто не зашел, а смог переночевать. Ночлег, Танюшечка, с собой не возят. Потому кто гостя такого дорожного пустил, тот ангела припустил в дом. Ангела пригрел да накормил. А если ты не пустил, то потом на страшном суде ты можешь услышать: что ж ты меня-то в дом не пустил? От Господа, от Иисуса Христа. То есть даже незнакомый проходящий человек воспринимался как посланник Бога, Конечно. может быть, даже сам Бог или ангел, может. и с незнакомым человеком надо было обходиться приветливо. Точно так же. И сажать его за стол, а если человек совестливый, то после того, как он поел за столом с хозяином, он уже не сделает ему ничего плохого. Правильно. Молодец. То есть это гостеприимство распространялось и на своих, на близких, на И на соседей. чужих. Потому и на что под чужих. видом гостей могут ходить и ангелы. Ну уж прости меня, старую. Гость-то в доме, как воздух, должен зайти да выйти. Уж прости, у Точно. меня дел много. Хорошо мы с тобой сидим, а надо бы к празднику готовиться.